Привет, друзья! Мы на острове Лесбос, или, как называют его греки, Лесвос, или Мидили, или Митилини. Мы в главном портовом городе острова Митилини. Мы арендовали авто и направляемся в населенный пункт Скала Колонис, в котором у нас арендовано жилье. По пути мы заехали в супермаркет Lidl, чтобы купить продукты на 4 дня, которые мы будем на острове. В этом видео я познакомлю вас с сайтом, в котором можно посмотреть автобусные маршруты по острову. Также вы увидите дороги. Мы будем направляться после поселения в населенный пункт Скала Эресос. Это родина древнегреческой поэтессы Сапфо. Приятного вам просмотра. Еще одну давай, другого. Давай. Пакетик отрываем. Набрали еды. Сейчас будем складывать в багажник, где уже находится наш чемодан. Чемодан нужно вот так положить. Вот это все в тележке стоило 55 евро, все покупки наши. Отправляемся в Diamantis Studio с Богом. Подожди, без своей последней. Пока Lidl. Путь. Красивые краски, о которых мечтаем зимой и глубокой осенью. Свет красивого моря. Правильно мы едем все? Через 400 метров поверните налево. Остров Лесбос, нетронутый массовым туризмом. Остров Лесбос третий по величине в Греции и 8-й в Средиземном море. Площадь острова составляет 1634 квадратных метра. Пересечь остров с востока на запад можно за час 47, и это составит 89 километров. Нам же ехать половину расстояния из Митилини до Скала Колонис, где мы забронировали жилье. Как вы видите, ехать 44 минуты, составляет расстояние 42 километра. Скала Колонис мы выбрали не случайно, потому что он находится посреди острова, и от него можно равноудаленно ездить в разные стороны острова. Ну а тем, кто не хочет или не может брать в аренду автомобиль, я могу порекомендовать вот такой сайт Ктел Лесвос, Греция. Как видим, автобусы охватывают весь остров. Здесь можно задать точки маршрута, которые вас интересуют. Вот, к примеру, у меня здесь открыт длительный маршрут с востока на запад в Скалу Эресос. Видим, билет стоит 11 евро 20 центов. Вот в прямоугольниках, в синих, это населенные пункты, в которые заезжает автобус. Видим, что в субботу один рейс, в будние дни по 2 рейса, и в воскресенье рейсов нет. Вот здесь вот внизу уже готовые маршруты. Можете посмотреть в интересующие вас населенные пункты. Надеюсь, моя информация будет вам полезной. Какой рельеф у скалы. Поверните направо. Колонии 30 километров. Деревья оливковые, такие стволы толстенькие. Ценное оливковое масло. Ура! Доехали! Diamantis Studio. Вот Diamantis Studio. Приехали. Навигаторам спасибо. Google. Картам навигации спасибо. Что мы без них делали? Доехали четко туда, куда надо. Это вот рядышком Арисви Hotel вместе с Diamantis. Так, итак, наши апартаменты в Скала Колонис. Это входная дверь, на ней написаны правила на английском и на греческом.
телефон хозяина. При входе здесь сразу мини-кухня, электроплита, чайник. Здесь показал Питер, хозяин. Хозяйку имя немножко не запомнила, переспрошу. Кофе варить можно, сахар, тюрочка-малипусечка. Холодильник есть небольшой. Есть вот такой примус для кофеварки. Есть небольшой набор посуды. Ну, посуда это вот такая. Вот минимальный набор посуды. Что-то еще вот здесь есть из посуды. Кофеварку вижу. Ага, здесь он еще показал, у нас есть для сэндвичей штучка такая. Это вот, собственно говоря, жилая комната. Дверка бахает. Жилая комната. Пароль от Wi-Fi. Зеркало. Фен, конечно, да, я уже на него смотрю и понимаю, что я зря не взяла свой фен. На фото, по-моему, был другой фен. Ну, может, я ошибаюсь. Маленький телевизор, большая батарея. Наверное, не только в летнее время отдыхают, подогреваются. Шкаф. Здесь есть холодильная доска, есть утюг, что немаловажно. Сарафан не нужно погладить. Так, небольшой санузел, компактный. Такой вот. Здесь зеркало, там небольшие есть штучки. И есть балкончик с видом на море, боковым. Открываем дверку. Здесь можно вечером посидеть. Вон Олежек ставит машину. Здесь можно будет ставить машину без проблем, сказал Питер. И вот поворачиваемся в море. Вот море. Рядом, совсем рядом. Вон пляж, зонтики. Это жилье мы заказывали в букинге. Коридорчик. С таким балкончиком. И с такой длинной лестницей. Крутой. Вперед. Вперед. И коридорчик. На 1, 2, 3, 4, 5 номеров апартаментов. Букинг 9,1 оценка. Diamante Studios. Хозяевам приготовили подарочек с Украины. Перцовая с медом, 200 мл бутылочка. Магнитик. Семечки. И монетку. И шоколад. Свиточ. Сейчас поедем исследовать окрестности. И такой вот боковой вид. Вот наш балкончик на втором этаже. Цветочки подвяли. Жарко. Ну, есть ветер горячий. И цикады. Как же без них? Отправляемся на запад, в западную сторону острова. Скалы Ресос. Родину поэтессы Сапфо. Ух, какая вулканического цвета, да? Гора. Вот такая вот. Такие на ней как складочки из-за растительности. Мотель какой-то. Кафе написано. Кафе. Едем вдоль берега с красивой бирюзовой слева лентой воды. Ну, залив, потому что вон берег. Это залив. Самый благоприятный для зимовки птиц. Здесь поэтому очень много орнитологов. Такой пейзаж. Красивый. Ай-яй-яй. Да, очень красиво. Цвет воды такой, оливковая, деревья, масса. И
Или бирюзовая. Или изумрудная, даже не знаю, как правильный цвет сказать. Камер не видно, да, с спостережения? А что не здесь будут? Тут скорости нет. Ну, на Крите мы смотрели видео. Так там скорости можно, а тут скорости нет. Поэтому Тут их и не будет. соблюдать нужно правила дорожного движения, но на камеры оглядываться получится. Вот столько сена. Самой известной жительницей острова является Сапфо или Сафо. Поэтесса, которая родилась на западе острова в поселении Эресос в 620 году. Ее отец был богатым торговцем, а мать посвятила себя воспитанию детей. Она умерла, когда Сафо было 7 лет, а отец спустя год не вернулся из торговой поездки. Девочку отдали на воспитание в школу Гетер, в которой Сафо прославилась как сочинительница благозвучных песен и стихотворных од. С детства она проявляла поэтические способности, за что получила уважение и почет среди жителей Лесбоса. Однако судьба совершила поворот. В 10-летнем возрасте ей пришлось бежать от властей вместе с родственниками в город Сиракуза, Сицилия. Вернуться на родной остров она смогла только спустя 15 лет. Сафо была выдана замуж за одного богатого человека, Киркила или Киркола. От этого брака у нее была дочь, названная в честь бабушки Клаидою, которую она очень нежно любила. Она говорит об этой дочери: «Есть у меня прекрасный ребенок, цветущий как роза, детской своей красотой, бесценная дочка Клаида, и не отдам я ее из-за Лесбос прекрасной, и даже если бы Лидию всю за нее предлагали, ее не отдам». Семейное счастье покинуло поэтессу, уступая леденящему горю, когда она потеряла и мужа, и дочь. По другому преданию, эта дочь была от любовника Алкея, от которого Сапфо, фиалка кудрая, сладко любящая, чистая, писал он о ней, родила этого ребенка. Сейчас ко мне делают заборы и тебя. А вот они заборы собирают. Ты бачишь? Это я буду на обратном пути с этой стороны ехать. Трафика нет, загруженности нет. Прекрасно есть. Дороги хорошие. Ну, вот немножечко сейчас как доска, да? Стиральная. Ну, так это Да, такая. Чуть-чуть. Хватает тоже видно чуть-чуть. Полицейских пока не встретили. В богатом доме Сафо собирался кружок молодых девушек, которых она обучала изящным искусствам. Она возглавила школу риторики, дом служительниц Мус, посвященную Афродите, и обучала знатных девушек танцам, музыке и стихосложению. Эти занятия состояли прежде всего в преподавании правил хорового пения для праздников, свадебных пиров, но в то же время Сапфо учила наиболее даровитых девушек развивать в себе поэтический талант. Резкий поворот в другую сторону. Древние сравнивали отношения Сапфо к подругам с отношениями Сократа к своим ученикам, так как и она, подобно афинскому мудрецу, вела своих подруг к прекрасному и совершенному. В одной эпиграмме Сапфо представлена начальницей хора, которая ведет хоровод своих подруг в знаменитом храме Геры в Митилене. По легенде, уже в немолодом возрасте, 50 лет, Сапфо влюбилась без взаимности в молодого паромщика Фаона. И когда юноша не вернулся из моря, она потеряла надежду и бросилась с высокой скалы прямо в глубокие волны. С тех пор название острова стало нарицательным. Однако песни и стихи Сапфо вызывают и сейчас интерес ученых как художественное произведение в романтическом стиле, в которых нашли отражение обычаи и нравы жителей Древней Греции. И еще сейчас будет такая петля. Последняя. И потом уже будет ровная дорога. Красивые места, конечно, если так видео или по гуглу, то скучная картинка. А так наяву вообще деревья так красиво на этом фоне смотрятся безжизненно. Ух! Красотень. Все, и пошла более-менее. Ну, там еще будет петля дальше. Красиво. А вон на горном плато площадки такие, да? Интересно, что на них. Виноград. Кстати, виноградника вы не видать, да? Почему? Земля такая, может, хотя... Виноград любит лучшую землю? Не знаю. Мне кажется, он и в более худших условиях может, полипа растет. должна быть. Вот что-то здесь обозначено. Какая-то схема чего-то.
здорово самим путешествовать. Не знаешь, да? Вот нет запрограммированных впечатлений. Да. Такие контрасты. Чем западнее, тем вообще нет растительности. Вообще. Склоны, там какие-то колючки, какие-то редкие деревья. Ну а вообще голые-голые горы. Какой там обрыв. Представляю, какая высота. Причем там внизу не море, еще дальше. Вот вообще, глянь, лысые почти горы. Кое-где колючки. Такие контрасты. Проезжали мы уже через сосновые леса, а вот внизу в долине уже есть растительность. Хотя и нет совсем. И осталось нам 11 минут 7 километров до скалы Эресус. Уже зеленый ландшафт пошел. Ну, уже тут вон виноградников много, да, уже пошли творения человеческих рук. Приехали в скалы Эресус. Поставили на стоянку машину, идем по такому бродвейчику. Станы в ящиках.